Всем доброй ночи. Прежде чем я вам подарю очередную работу, сильную работу, которая поможет еще одному количеству людей, я хочу сказать еще раз и напомнить тем людям, которые говорят, зачем столько ритуалов, столько работ, кому они нужны, почему столько роликов, столько объяснений, столько всего. Во-первых, хочу сказать, что каждому человеку подходит свой ритуал. Достаточно человеку найти несколько сильных ритуалов, которые ему подходят, и его жизнь просто будет обеспеченной. И жить он будет в достатке. Потому что сильных работ очень мало. Есть очень много книг, очень много сайтов, очень много различных абсурдных ритуалов. Многие стали выкладывать, следуя моему примеру. Но в отличие от них, я показываю свои работы, проверенные, которые помогают многим-многим людям. Это первая причина, почему я много дарю. Чтобы из них можно было выбрать свое. Вторая причина, почему я дарю. Потому что никто вам больше не подарит такие работы, как я. Все, что вам дарится, как правило, продается сначала в книгах, и то не всегда авторское, собранное отсюда, оттуда. Иногда без ключей. Ключ – это слова, которые произносятся во время ритуалов, и которые усиливают, и которые помогают вам достичь результата. Именно поэтому книг множество, но непрофессионал там не увидит нужные вещи, нужные работы. Я дарю, потому что больше никто вам столько не подарит. Кто вам еще будет столько бесплатно помогать? Есть такой человек? Нету. Есть те, которые делают вид, что помогают, выкладывая всякую хренотень. Но толку от их работ нет, не было и не будет. Просто сказать, скажите то, и у вас муж перестанет пить, скажите это, у вас будет богатство, это не то. А объяснить, разъяснить, подарить проверенные вещи, которые срабатывают очень быстро, такое может не каждый. Дорогие друзья, не обращайте внимания ни на что. Ни на вражду по отношению ко мне, ни на грязь, ни на то, что творится вокруг нас, мракобесие, ни на ведьм так называемых, которые себя так коронуют, которые рвутся хрен знает куда, ни на шоу, ни на этих супермагуев экстрасенсов, ни на что. Нацеленно идите к обеспеченной жизни. Делайте эти работы. И они обязательно вас вытащат из бездны, как вытаскивали очень многих. Я вам читаю очередную запись. Благодарность человека из тысячи, которые мне приходят. Я с вами иногда делюсь, я вам показываю разговор лепет детей, которых вылечила. Я вам показываю СМС людей, которые благодарны. Вот недавно мне отправили подарок, сладости. Если помните, так вот у человека вот безнадежно просто должны были вырезать глаз, потому что настолько сильное глазное давление, что опасались врачи, что лопнет, просто даст в мозг и не спасется. Они настаивали на этом. А потом с удивлением обнаружили, что давление вроде бы есть, но боли нету. Одним словом, вот моя работа, не постесняюсь этого слова, моя работа спасла этому человеку лицо, этой женщине.
Для женщины лицо очень много значит. Это мимика, это взгляд. Это очень много, поверьте мне. Очень тяжело с этим жить. Кому как не мне это знать. Просто я сильный человек, не каждый может выдержать эту боль. Я выдерживала. Прошла. Но другому человеку я помогла сохранить черты лица. Она довольно красивая женщина. Для нее это было бы трагедией. Потерять глаз. Вообще испытания даются сильным людям, которые могут пережить и остаться человеком. Но не всяк может. Есть люди, которые ломаются, к сожалению. Сохранилось лицо человека. Разве это не великая работа? Разве не стоит моих бессонных ночей хоть одна спасенная жизнь, а их тысячи? Вот почему мне бывает обидно, когда под одну гребенку всех. Вот поэтому обидно, дорогие друзья. Меня поймет тот человек, который действительно старался и делал. С чистой совестью работал. Вот тот человек меня поймет. Насколько это омерзительно, когда всех одинаково. Понимаете, а иногда и специально пишут всякие ублюдки, зная, что этим задевают. Но я уже и это поняла, что это тоже надо пройти. Просто молча доказывать своими работами, что ты реальный человек, и все. Потому что ты всем не угодишь. Даже Господь Бог не всем угодил. Понимаете, если уж на Бога есть недовольные, то к тебе тоже так будет. Но недовольны будут не те, кто знает тебя близко, а те, которые получили твой отказ. Те, которые не смогли ездить на тебе, да, использовать тебя и так далее. Они будут недовольны. Но их недовольство, знаете ли, параллельно. Читаю. Вот он, в моем форме, прямо под фотографией она выложила. Елена Мирошниченко. Уважаемая Инга, не знаю, где оставлять отзывы, поэтому пишу здесь. Шепоток на обновку работает 1000000%. Пусть все знают. Я в шоке, ничего купить себе не могла и позволить вещь хорошую взять. Первый шепоток был на новые носки, второй на новые трусы, и тоже носки. Это не шутка. А потом, как попёрло, такие наряды себе купила, красивейшие, просто очень качественные, очень красивые. И белье итальянское, и сыну моему вещей и обуви. Это чудеса. Нет слов, как благодарна я вам. Спасибо вам, Инга. Это что помогаете всем нам, обычным людям, да и необычным тоже. Но за обычных людей отдельное большое спасибо, потому что кто, если не вы, поможете просто так и бесплатно. Благодарю. Очень много было случаев, когда люди говорили, я так переживала, а сейчас я смогла детей собрать в школу. А у меня сейчас появилась клиентская база. А я смогла то, я смогла это. Я рада за них, потому что я для этого и делала. Я сначала дарила людям, только потом издавала их в книгах. И то мои книги разлетаются, потому что люди хотят сохранить в книжном варианте, не доверяя все-таки интернету и всему боятся потерять это все в один миг. Распечатываем, под роликами ставим эти ритуалы, чтобы людям легче было взять и использовать. Разве такой труд во имя людей можно не ценить? Я думаю, что невозможно. Как бы ни облаивали, ни хавкали, ни говорили, люди не дураки. Они прекрасно видят, сколько ты делаешь для людей. Дорогие друзья, я повторю вам все-таки притчу, да, армянскую, высказывание, поговорку. Твое добро однажды выйдет навстречу твоим детям. Это реально так. Я делаю, а мои дети получат это добро от мира обратно. Потому что я столько жизней спасла, действительно спасла, и я не стесняюсь этого слова. Реально спасла, вытащила из нищеты. Это сделали силы через меня, но в любом случае это мои старания. Это мои бессонные ночи, это моя нервотрепка, это постоянно уничтоженные каналы, восстановленные, это постоянно
выдержать, вытерпеть грязь, гадость, дерьмо, говно, предательство, желание меня просто уничтожить, свалить, подлость людей. Это все не каждый выдержит. Нормальный человек вообще сказать: да пошли вы все реально. Я столько делаю, а все равно мне... Зачем мне это все надо? Просто сидеть для себя, сайт свой открыт, вот там выкладывать свои книги, продавать, принимать людей. И пошли вы все. Чего я вот столько вот действительно своего здоровья и жизни трачу? А потом, знаете, садишься и думаешь: а разве вот нормальные люди виноваты из-за таких ублюдков? Почему я должна наказывать нормального человека из-за действий каких-то тварей? Ведь это несправедливо. Человеку нужна помощь, а я из-за каких-то мразей вот перестану помогать, и все, перестану делать, и хватит. Это будет малодушием, правда? Это получится, что те, которые преследуют меня, добились своей цели. Я озлобилась, я разочаровалась, я сложила крылья и говорю: и все, хватит, больше не хочу, не буду. А чем виноваты обычные люди, которые тоже хотят найти спасение, выход, помощь? Вот чем виноваты они? Почему они должны расплачиваться из-за каких-то гнилых существ? К сожалению, гнилые существа в этом мире, бездельные существа, у них очень много свободного времени. Они могут мешать. Знаете, как шавки под ногами путаются, не дают просто пройти. Вот они могут действительно очень много создать нервотрепок. Они наказываются, они еще хлеще живут. Понятное дело, что это все им оборачивается. Столько проклятий людей, когда каналы исчезают, сколько людей их проклинает, отправлять туда всякое пожелание. Это что, им хорошо, что ли, оборачивается? Нет, естественно. Каждое зло наказуемо. Но они как тараканы, привыкшие жить в грязи, в нищете, понимаете? Для них это неудивительная вещь. То есть ваши проклятия, они и так прокляты. Что тут больше проклинать? Это как прокаженному сказать, чтоб ты сдох. Он и так сдохнет, он и так уже к этому идет. Поэтому я вам дарю, а вы делаете просто. И пусть весь мир подождет, пока вы богатеете. А вы разбогатеете. Вы это знаете. Я никогда не давала гарантии, какие-то там обещания. Но я говорю по опыту, сколько я вижу за эти годы, действительно очень много людей вышли из положения нищеты. Они смогли себе позволить то, что раньше и мечтать не могли. Дорогие друзья, денежные ожерелье богатства и удачи. Вы много раз видели у восточных народов вот такие вот ожерелья из монет. Сначала они были сделаны вручную, потом их начали делать как украшение. Их носили на груди, их носили на лбу, усиливая вот эту лобовую чакру, так называемую, которая отвечает за ясновидение, за как бы внутреннее чутье, седьмое чувство, да, на груди, которое увеличивает вот эту вот силу женщины, в основном женщины носили. Это действовало как оберег, потому что деньги имеют такую особенность оберегать. Это действовало как помощь в усилении внутреннего чутья человека, чтобы она была благоразумна, чтобы она чувствовала, видела опасности перед собой. Кроме того, деньги должны были быть ближе к телу. Я хочу вам передать вот работу, ритуал, я бы сказала, традицию своих прабабушек, вообще восточных женщин. Потому что множество различных ритуалов, связанных с этим, заговоров. Но я свой подарю, который основан на этой традиции. Нанизанные монеты, вот. Ну, конечно, не очень получилось, как надо бы, я не мастер, но этого достаточно. Я много сделала, можете вот одно сделать, как бы одну линию монеты, достаточно. Монеты желательно той страны, где вы живете, или тех денег, которые вы получаете, как правило. Нужна красная нить,
Ну, вот такую можете взять, продают везде, где цветочные вот эти магазины, и там лента просто красная. Я попросила вот эти продырявить эти монеты, там, где ключи делают, изготавливают. Наверняка у вас есть торговый центр, везде их изготавливают. Просто отдайте, оплатите, и они это вот сделают. Это им несложно. Минут 20 от силы. А потом просто, значит, берете таким образом, здесь вот, ой, все уже забыла. Все. Одним словом, поймете технологию. Вот везде нужно привязать, да, вот туда, значит, затолкали эту нить. Кончик немножко нужно обжечь, свернуть так слегка, чтобы вот жесткое вот это становилось, да. Туда нужно, значит, затолкать эту нить, завязать. Потом чуть подальше следующее, опять же, монета нанизанная, опять завязать. И получится вот такая вот красота. Если есть у вас профессионально кто-то делает, пускай делает, не вопрос. Только на красную нить. Хотите 3 вот этих, то есть 3 ожерелья вместе соединяйте. Хотите одно ожерелье. Количество не имеет значения. И монеты в том числе. Здесь пятаки и 2 эти по 2 монеты. Сейчас, секунду. Так вот положу. Так вот, бабушка моя на свадьбу делала такое ожерелье и дарила моим теткам, сестрам двоюродным. Мы тогда не понимали. Она говорила, что надо носить иногда, сохранять, что-то она там нашептывала на них. Мы думали, что это шутки, знаете, на самом деле. Ну, потому что молодость, она глупая на самом деле. Вы не задумываешься о некоторых вещах, которые очень мудрые и нужны. А потом, когда другая моя бабушка, ее сестра начала дарить там своим внучкам и так далее. Потом, когда я услышала слова, которые заговариваются на эти монеты, я поняла, к чему это. Это для того, чтобы деньги всегда шли к вам. Старые монеты нельзя советского времени, дорогие друзья, потому что нужна живая энергия денег. То есть та энергия, которая сейчас действует, те деньги, которые сейчас есть. Приклеивать нельзя. Могут спросить, да, можно на какую-нибудь там ткань, вот клей момент вот так приклеить и носить? Нет, они должны касаться вашего голого тела. Вы должны носить это ожерелье время от времени. Время от времени вы должны повторять этот ритуал и усиливать. Это ожерелье оставьте у себя. Можете передать своим детям. Чем больше вы будете заговаривать, тем сильнее он становится. Раньше заговаривали на ожерелье, отдавали дочерям, они носили. И это ожерелье притягивало деньги, потому что деньги к деньгам это не просто так сказано, дорогие друзья. И все начинается с чего? С монеты. Да? Как говорят, копейка рубль бережет. Вот все начинается с малых денег до высоких. Вот эти маленькие вот монеты могут сделать из человека миллионера. Со временем накопятся и дальше пойдет. Можно ли протыкать деньги? Можно, тут нет ничего страшного. Вообще в Японии, как вот традиция появилась, вот эти японские монеты, которые восточные, китайские монеты. Для того, чтобы носить, не потерять, поскольку они были из серебра или из золота, значит, протыкали и завязывали на красную нить. Вот так носили с собой. И отсюда вот традиция появилась в Китае, вот так носить эти монеты продырявленные. Но до Китая традиция Востока была. Испокон веков. Всегда носили вот такие ожерелья с монет. Правда, потом уже начали делать из серебра. Просто как бы нанизывали на серебряную нить настоящие монеты. Тоже из серебра. Доводили до блеска. В общем, делали такое профессиональное ожерелье. Сейчас тоже есть. Цыгане носили такое ожерелье. Тоже не просто так. Цыгане-то толк знают в деньгах. Они, знаете ли, не наивны. Не просто так носили, потому что они не понимали, что это такое. Когда ожерелье ближе к телу, и денежная энергия привыкает к вам, вот
больше есть вероятностей и шансов, что вы будете жить в достатке. Вот вам нужно 2 красные свечи, одна темная, или синяя, или черная. Можно коричневую, можно фиолетовую, но темная свеча. Эти свечи каждый раз, когда вы читаете этот заговор, потушите, сохраните. Ну вот хотя бы раз в неделю поставьте, еще раз начитайте снова. Это ожерелье никто не имеет права носить, кроме вас. Когда вы начитали, надевайте на себя, завяжите, и хотя бы несколько часов пусть он будет на вас. Если вы ночью делаете, если вам удобно, ночью пускай вот ходите вечером, потом спрячьте в особом мешке. Можно красный мешок, черный мешок и так далее. Свечи погасите, снова поставьте. Закончатся свечи, огарки просто выкиньте, возьмите точно так же новые свечи. Эти свечи должны служить только для этой работы. Но я сейчас просто показываю, а вам говорю, как должно быть дело. Начнем. Если потом, вот у вас есть там, например, магазин какой-нибудь и так далее, вот после вот такого заговора, ношения такого ожерелья, если у вас не умножится клиентская база, запомните мое слово, умножится в 100 раз. Только делайте правильно. Волосы нужно распустить, потому что волосы – это ваша энергия, ваша связь, можно сказать, с космосом, со Вселенной. Волосы должны быть свободны и распущены. Постарайтесь, чтобы на руках и вообще на шее ничего не было, чтобы ваша энергия была свободна. Садитесь, читайте 7 раз, потом наденьте это ожерелье, потушите свечи и спрячьте их. Ну, дождитесь, пока там остынут. И снова эти свечи вытаскивайте каждый раз. Сначала сделайте, попробуйте сделать раз в 3 дня, потом раз в неделю. Чем дальше, тем меньше будете делать, но в любом случае обновляйте часто. Начнем. Бог денег красную нить соткал. На красную нить нанизал монеты. И ожерелье богатства мне передал. Деньги к деньгам, богатство к богатству. О, денежный Бог, венчай меня на богатое царство. Пусть деньги легко приходят, всюду и везде дорогу ко мне находят. О небо, о земля, дай мне злато серебра, пусть деньги мои умножатся, мне в карман уложатся, сверкают монеты, да деньги звенят. Все больше и больше их теперь у меня. Деньги рекой струются в мою жизнь, мне в достатке прожить, мне богатою быть. Денежный Бог, ты по небу идешь, мешок с деньгами, сундуки с богатством несешь. Мешок раскроется, осыпешь меня деньгами да богатыми дарами. Деньги с неба, да все ко мне, мне да мне. Богатство пророчено мне по судьбе. Снова читаем. О небо, о земля, дай мне злато серебра, пусть деньги мои умножатся, мне в карман уложатся, сверкают монеты, да деньги звенят, все больше их и больше их будет теперь у меня. Деньги рекой струются в мою жизнь, мне в достатке прожить, мне богатою быть. Ожерелья денежные, ты ближе к телу, благословление моему делу. Мне с князьями знаться, с богатыми якшаться, сильными за столом сидеть и богатеть, богатеть, богатеть. О небо, о земля, дай мне злато серебра, пусть деньги мои умножатся, мне в карман уложатся. Сверкают монеты, да деньги звенят, все больше и больше их теперь у меня. Деньги рекой струются в мою жизнь, мне в достатке прожить, мне богатою быть. Заклинаю, 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 богатство мира получаю. Истинно так, так и будет. Все, пользуйтесь, дорогие друзья. А после берете, вот так, зазвените, наденьте на себя и носите несколько часов. Потом снимайте и положите в особый красный мешок желательно. Всем удачи!